Здравствуйте, уважаемые зрители! Это четвертый фильм из цикла о приемке рыбы из Малайзии от Винсона Лау. В предыдущих сериях вы видели, как мы получили рыбу, в какую воду ее приняли и что делали дальше. Затем, как мы начали карантин рыбы и какую первую обработку мы делали. Мы рассказали, как повысить карбонатную жесткость и pH в аквариуме на заданную величину. И в третьей серии вы узнали, что у нас все-таки появилась бактериальная инфекция и как мы с ней боролись. Если вы еще не посмотрели, то подпишитесь на наш канал и посмотрите, а потом возвращайтесь сюда. Сегодня мы расскажем, что произошло при переходе с мотыля на фарш при кормлении дискусов, какие тесты воды мы сделали и как их делали в деталях. Сделаем выводы и исправим ситуацию. Обсудим дальнейший план карантина и посмотрим, как питаются и чем занимаются наши рыбки. Итак, победив бактериальную инфекцию в одном из 3 аквариумов с новой рыбой, мы начали переходить с мотыля на фарш в кормлении рыбы. Напомню, что мотыля мы давали, чтобы излишне не нагружать аквариумы органическими соединениями. Конечно, при поедании любого корма, в том числе и мотыля, рыба переваривает его, и продукты переработки, не усвоенные рыбой, попадают в воду. Они должны быть дальше переработаны различными бактериями в аммиак и нитрифицирующими бактериями, сначала в нитриты, а потом в нитраты. При этом аммиак, аммоний и нитриты не должны накапливаться в аквариуме, так как они являются сильными ядами для рыбы. Длительная обработка хлорамином Т могла уничтожить большую часть колонии нитрифицирующих бактерий, и тогда возможно присутствие этих ядов в воде. Поводом для наших подозрений явилось некоторое падение аппетита рыбы. Сначала рыба хорошо восприняла переход на фарш и кушала с энтузиазмом и нескрываемым удовольствием. Но потом некоторые рыбы стали выплевывать корм и подходить только на мотыля. Мы решили проверить воду. Для этого подготовили стаканчики и написали номера аквариумов. Взяли пробы воды из каждого. При этом, как всегда, внимательно наблюдали за рыбой. Посмотрите сами. Я подготовил 3 стаканчика, на которых, как видите, обозначил, что из какого аквариума будет в них вода. О1, О4 и О5. Так называются у нас аквариумы. И эти надписи стоят на самих аквариумах. И сейчас сюда просто зачерпну воду из соответствующего аквариума. А дальше уже будем делать анализ. Вот зачерпнул уже воду. Рыбки очень дружелюбные. Пришли посмотреть, что же я делаю. И вот так вот крутятся. Но, как мы видим, вот эта сложившаяся парочка, которая тут пыталась нереститься и, возможно, отнерестилась, она отошла. И вот эта рыбка не подходила. Как будут реагировать эти рыбки на мой подход? Я встаю на лестницу, поднимаюсь, открываю крышку. Да, все пришли. Что дают, что сегодня на завтрак? Но еще не завтрак. Извините, но придется подождать. Так, ну и теперь этот аквариум. Вот эти 2 рыбки образовали пару. А вот второй такой самец, вот этот, кажется, вчера не приходил кушать, пока не дал мотыля. Когда я принес мотыля, я еще только подошел к аквариуму, он тут же прибежал и стал требовать свою пайку. Встал в очередь.
Так, открываем. И пытаясь протиснуться среди рыб, берем пробу. Это аквариум О4. О4 это очень просто общий 4 общак. Вот 3 образца воды. Теперь мы можем делать необходимые манипуляции с аквариумом. И после чего сделаем анализ. Но в первую очередь можно использовать свои органы чувств, если, конечно, на них есть надежда, и просто понюхать воду. Итак, могу сказать, что в первом аквариуме абсолютно никакого запаха. В 0,4, О4 чуть-чуть какой-то запах есть, но не запах аммиака. И в О5 запаха практически нет. Делаю вывод, что аммиак искать бесполезно. Я проверю аммиак только в О4. После чего я проверю нитрит. Нитраты меня не интересуют. А теперь давайте пойдем и посмотрим. Может быть, в О4 стоит меньше протока. Значит, протока организована вот таким образом. Вот краники. И вот капает. Вот это О1, в котором я совсем ничего не почувствовал. Вот О4. Ну, примерно так же капает. И вот у нас, здесь, вот здесь у нас протока на О5. Сейчас мы ее увидим. Да, примерно одинаково везде капает. Вчера я добавлял куда? Вот сюда, в О1 губки. Я увеличил в 3 раза количество губок. Здесь отсек был совершенно не полный, было 4 или 5 губок. Сейчас здесь вот полный отсек. Если вдруг покажет нитриты, нитраты и так далее, то на эти, ну вернее нитриты, то я на эти губки добавлю необходимые препараты. Тесты проведем препаратами Нилпа. Итак, будем делать анализ на аммиачок и ионы аммония с помощью еще раз вот этого препарата. Вот его таблица. И берем О4, в котором чуть-чуть есть какой-то запах. Значит, здесь у нас 3 раствора. Смотрим инструкцию, сколько надо наливать. 10 мл и по 4 капли. Потом оставляем на 5 минут. Значит, для того, чтобы засечь 5 минут, мы берем телефон, открываем будильник и ставим, подготавливаем таймер. Останется нажать кнопочку «Старт». Мы заранее потрясем все бутылочки. Это обязательная процедура. Поставим их по порядку. Теперь необходимо несколько раз сполоснуть стаканчик аквариумной водой. Я сделаю это под краном. Наливаю, покручиваю стаканчик и выливаю 3 раза. Теперь мне необходимо налить 10 мл жидкости. Извините, вам не будет видно. Я держу стаканчик на уровне глаз, таким образом, чтобы метки 10 совпали на 2 сторонах. И медленно наливаю тонкой равномерной струйкой до этой метки 10. Все, 10 мл налито.
4 капли первого раствора. Это не допускает никаких отклонений. Раз, два, три, 4. Закрываем прежде всего бутылочку, отставляю назад. Взбалтываю. Можно взбалтывать, прикрыв крышечкой. Достаточно. Вторая. Раз, два, три, 4. Отставляем, взбалтываем. Ну и третий раствор. Раз, два, три, 4. Нажимаем кнопочку «Старт». Бутылочку можно поставить сразу сюда. Так как бумажка топорчится, я обычно сюда ставлю бутылочки. И ждем. Так, 5 минут прошло. Выключаем таймер, чтобы нам не зудел. И смотрим. Просто однозначно тут двух мнений быть не может, что у нас 0. Смотреть надо именно вот так. Она сделана, чтобы смотреть вот так. Почему именно так? Потому что, когда вы смотрите сбоку, толщина слоя, через который вы смотрите, она выше. И если бы был не 0, то можно было бы ошибиться. 0,1 это 0,5 или сколько. Ну а так у нас сомнений нет. Аммиака нет. Сделаем следующий анализ. Итак, переходим к анализу на нитриты. Совершенно аналогичный состав, только 2 реактива. Следует только каждый раз проверять, сколько миллилитров надо наливать и сколько капель. 5 миллилитров и по 5 капель. Оставлять на 5-7 минут. На 5 минут у нас уже настроено. Давайте 6 поставим, раз, 5, 7. И приступим. Значит, тот же самый аквариум О4. Точно так же я иду споласкивать стаканчик. Раз, два и 3. И точно так же наливаю. Я сейчас постараюсь показать вам, как наливать все-таки. Итак, наливаем в стаканчик 5 мл раствора. Для этого я стаканчик держу на уровне глаз и совмещаю метку 5 на передней стороне стаканчика и на задней. Вот на этой высоте надо держать. И теперь стараюсь лить ровной струйкой. Оп, все, ровно на 5 я остановился. Вот я вам показываю, как это выглядит. Так, я снова налил 5 мл раствора. Снова беру первый реактив. Проверяю еще раз. 5 мл тенсируемой воды, 5 капель, 5 капель, 5-7 минут. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Раствор приобретает вот такой вот оттенок, который сильно отличается от белого цвета, который задекларирован в качестве 0. Надо понимать это так, что если вот этот цвет не изменится, останется через 5-7 минут точно таким же, значит это 0. Ставим бутылочки, чтобы не перевернулся стаканчик. Включаем таймер и ждем.
Итак, будильник сработал. Прошло 6 минут. Мы видим, я даже не буду подносить ближе бутылочку и шкалу. Вы прекрасно видите, что цвет не изменился, значит нитритов у нас абсолютно нет. Волноваться нам не за что, и рыбки должны начать хорошо кушать. Ну а сейчас проверим наличие нитритов. В аммиаке я абсолютно уверен, в аквариуме О1. Потому что там сидит 20 взрослых рыб, и вчера мы их кормили фаршем и мотылем. Возможно, что-то могло появиться. Значит, точно так же берем стаканчик, берем раствор и промываем 3 раза этой водичкой стаканчик, наливая и выливая, покручивая стаканчик, чтобы все стенки омылись аквариумной водой. Аквариумной воды много, экономить не надо. Памяти у нас как бы нету, и на нее не советую никому никогда надеяться. 5 мл, 5 капель, еще раз 5 капель, круговые вращения, 5-7 минут. Все. Наливаем 5 мл, держим на уровне глаз. Давайте я сейчас попробую показать с другой стороны. Итак, как правильно налить 5 мл? Совмещаем риски на передней и задней стенке вот этого стаканчика на уровне глаз, так что они у меня сливались. И потом наливаем тоненькой струйкой. Перелил. Перелил, что мы делаем? Иду и выливаю в раковину. И наливаю снова. Точно так же совмещаю метки и наливаю. Опять перелил. Иду и опять выливаю в раковину. Видимо, когда вы смотрите, я смущаюсь и руки у меня дрожат. До этого 3 раза я налил все точно с первого раза. Вот, пожалуйста, сейчас 5 мл. Ставим все на место. Еще раз взбалтываем растворы. Переносим камеру. Пять капель раствора номер 1. Раз, два, три, 4, 5. Взбалтываем. И раствор номер 2. Раз, два, три, 4, 5. Взбалтываем. Ставим. Засекаем время. Итак, будильник сработал. Выключаем и смотрим. Цвет раствора явно изменился. И примерно это вот так. Изначальный раствор не бесцветный, как вот здесь по нулям, а желтый, достаточно интенсивно желтый, вы видели. И поэтому немножко трудно определить, а сколько же на самом деле нитритов. Но вернее всего не так. И все-таки не так. А примерно вот так. Но это одинаково плохо. 0,4 или 4. 4 это вообще катастрофа. Но рыба себя ведет спокойно. Значит, навряд ли, чтобы там было 4. Но это означает, что я должен увеличить протоку. Я должен хорошенько почистить дно аквариума и губочки. И я дополнительно добавлю бактоцит от тетры с энзимами, который помогает пленке появиться на новых губках, которые я вчера поставил в этот аквариум, дополнительные. Необходимо увеличивать, улучшать биофильтрацию. Видимо, долгое содержание в хлорамине и то, что аквариум был свежий, мы не могли до прихода новых рыбок подсадить туда другую рыбу, чтобы она подготовила почву, так сказать, потому что тогда бы бактериалка у нас была гораздо сильнее. И, соответственно, на лаве, лаву мы подкармливали искусственным образом. И очевидно, что колония нитрифицирующих бактерий на сегодняшний день недостаточно. Будем увеличивать. Делаем подмену.
Вот уже слито 20%. И затем на вот эти губки я насыплю препарат тетра бактазим. Итак, вы видели, что в одном аквариуме, и именно в том, в котором была бактериальная инфекция, и который мы дольше всего обрабатывали хлорамином, обнаружен повышенный уровень нитритов. Вы также видели, что мы сделали. Далее мы провели тест на нитраты. Тест показал минимальное присутствие нитратов, что является хорошим признаком. Это значит, что процесс перевода нитритов в нитраты начался, и оставалось подождать несколько дней и снова проверить содержание нитритов. Они исчезли. Сейчас посмотрите, как рыба выглядит и питается. И также посмотрите на рыбку, которая подверглась обработке перекисью водорода. У нее все зажило. Следы ранки исчезли через пару дней окончательно. Обычно рекомендуется включать в карантин обработку от круглых червей, от плоских червей и от флагеллят. Но у нас есть микроскоп, и прежде чем делать эти лечебные процедуры, мы провели микроскопические исследования. Здесь мы решили не показывать их результаты, так как трудно показать то, чего нет. Думаем, нам еще представится случай рассказать, как мы это делаем, когда будет повод. Чтобы не пропустить, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, и вас оповестят о выходе новых видео. Ну а сейчас мы просто скажем, что мы не нашли никаких червей или их яиц в экскрементах рыб. Также не было и скоплений флагеллят. Отдельные представители, явно не представляющие угрозы для здоровья рыб, не являются поводом для обработки, так как они присутствуют в организме рыбы практически всегда. Важно, чтобы рыба справлялась с ними и не позволяла увеличиваться их количеству. Поэтому мы посчитали карантин законченным, мы не потеряли ни одной рыбы и начали отсаживать рыб на нерест. Тем более, что они сами начали биться на пары и не реститься в общих аквариумах. Скажу, что через неделю мы столкнулись с новой вспышкой бактериальной инфекции уже у наших старых рыб. Мы обработали рыбу препаратом Еша 2000. При этом молодые рыбы в одном из аквариумов благополучно вылечились через 3 дня в соответствии с инструкцией на Ешу. А в другом аквариуме со взрослыми рыбами одна рыба получила повреждение плавательного пузыря. Чтобы не усугублять ситуацию, мы перешли на хлорамин Т и благополучно долечили остальных рыб. Впереди лето, и у нас запланирована поездка в Европу с посещением хорошо известных разводин. Мы обязательно поделимся с вами всей информацией. Подпишитесь, поставьте лайки, если понравилось и хотите нам об этом сообщить. Следите за нашими публикациями. Ну, теперь мы пойдем заниматься нерестом, а вас благодарим за просмотр и до новых встреч. О всех результатах будем сообщать. Самец трудится. Молодец. Давай. Мамочка пошла. Другую порцию. Видишь, что все делаешь, как положено. Закрою шторочкой. Пусть работает.
мешать не буду. Вот так вот. Видишь? Самец тоже.